Так, теперь буду вязать морковку. Пряжа того же производителя Пехорка, детская новинка, 100% акрил, цвет календула. В 50 граммах 200 метров. Так, делаем кольцо амигуруми. И вывязываем одну воздушную. И в это кольцо нужно провязать всего 6 столбиков без накида. Так, это 1. Шесть. Кольцо стяните, но не очень туго. Почему? Вот здесь зеленым цветом будет ботва, зелень. Можно, конечно, потом за петли зацепиться. Ну, пробуем. Так, дальше я захожу вот в эту вертикальную петлю. Обычно я ставлю красный маркер, но он здесь будет теряться. Вот, поставлю другой цвет. И под каждую петлю вяжем по 2 столбика без накида. 1. Теперь за переднюю полупетлю. И второй сюда. Это уже 2 раза. Три раза. И так до конца. И в этом ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Третий ряд. Столбик без накида. Прибавка. И так вяжем 6 раз по кругу. И в третьем ряду 18 столбиков без накида. Четвертый, пятый, шестой ряд вяжем без изменения по 18 столбиков без накида в каждом ряду. 1, 2, 3. И так по кругу. Четвертый ряд, пятый и шестой. Седьмой ряд. 4 столбика. Четыре. Убавка. То есть 2 петли провязываем вместе. И так до конца ряда, то есть еще 2 раза нужно провязать. В седьмом ряду 15 столбиков без накида. Восьмой и 9 ряд вяжем без изменения по 15 столбиков без накида. 1, 2, 3,
Так вяжем по кругу 2 ряда. 10-й ряд, 3 столбика, убавка. 1, 2, 3, 4, убавка. И так вяжем до конца кругового ряда. И в 10-м ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Так, дальше что делаем? Я вот этот хвост вытащила наружу, чтобы, когда я свяжу ботву, я за этот хвост могу стянуть, чтобы не было отверстия. Теперь берем наполнитель, нитки все вытащите, чтобы туда не ушли, и наполняем морковку. Так, наполнять будем по мере необходимости, по мере вязания. Ну, смотрите, чтобы здесь не выскочило. Так, 11 и 12 ряд вяжем без изменения по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Один, 2, 3. И так вяжем один круг и второй. И не забываем наполнять. 13 ряд, столбик без накида, убавка. Далее 2 столбика без накида, убавка. И еще раз 2 столбика, убавка. И 1 столбик без накида. В 13 ряду 9 столбиков без накида. 14, 15 ряд вяжем 9 столбиков без накида в каждом ряду. Один, 2, 3. И так вяжем 14 ряд и 15 ряд. 16 ряд. Столбик без накида, убавка 3 раза. Столбик без накида. Убавка 1 раз. Убавка 2 раза.
Убавка 3 раза. В 16 ряду должно получиться 6 столбиков без накида. 17 ряд вяжем без изменения. 6 столбиков без накида. Так, вот сюда немного нужно вставить синтепух. 18 ряд, 3 убавки. Так, я вот наполнила наполнителем. И в 18 ряду, так, 3 убавки вяжем. Так, 1. Два. Три. Вот такая морковка получилась. Значит, эту нитку отрезаем. Вытягиваем. И заправляем внутрь. Так, теперь беру другую пряжу. Тоже пехорка, детская новинка, но цвет бильярд, то есть зеленый. И будем вязать ботву. Значит, захожу за любую петлю. Вверху морковки. Беру зеленую нить. И вяжу 8 воздушных петель. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. Далее воздушная. В следующую петлю вяжем полустолбик с накидом. Воздушная петля. В следующую петлю столбик без накида. Далее соединительный столбик или соединительная петля. Два столбика без накида. И вот сюда можно соединительную петлю. Вот так. Так, вот можно перейти под следующую петлю. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вяжем точно такой же стебель здесь. Так, связала я еще одну часть такую же. И соединяем
соединительным. Теперь вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Так, дальше. Одну петлю пропускаем и далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Это маленький стебелек будет. Так, и вот сюда в последнюю петлю соединительный. Так, переходим опять в морковку с соединительной петлей. Вот этих стеблей вяжите столько, сколько вам хочется, сколько у вас поместится. Так, вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одну пропускаем в следующую столбик без накида. В следующую петлю полустолбик. В следующую петлю столбик с накидом. Далее полустолбик. Далее столбик без накида. И соединительный. Так, соединяем. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида во вторую петлю. Вот одну пропускаем, сюда столбик без накида. Воздушная петля. Далее полустолбик. Столбик без накида. Соединительный столбик. И 2 столбика без накида. Один. Два. И с морковкой соединяем. И набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Одну петлю пропускаем. Во вторую вяжем столбик без накида. 1 воздушная. В следующую петлю полустолбик. Одна воздушная, столбик без накида, соединительная петля или соединительный столбик. Так. И с морковкой соединяем.
Маркерную нить можно удалить. Если где-то морковка изогнулась, ничего страшного. Вы же знаете, что морковки у нас ровные не бывают. Вот, хвосты все подтяните. И теперь отрезаем нитку. И закрепляем. Так, а эти нитки убираем внутрь. Теперь я буду вязать юбку. Юбку буду вязать отдельно, чтобы она снималась. Мало ли придется что-то другое связать, брюки, допустим, шорты. Или по фасону юбку другую, или цвет другой. Поэтому я пришивать отсюда набирать не буду. Так, расскажу немного по поводу спиц. Значит, спицы есть. Вот у меня короткие 2 миллиметра. И есть тоже короткие 1,5 миллиметра. Я брала их на Алиэкспресс. Это спицы как раз для игрушек. Они короткие. Длина их сейчас посмотрим. Ну вот, где-то почти 14 сантиметров всего. Значит, можно вязать такими. Есть спицы деревянные. Может, они бамбуковые, я не знаю, но деревянные. Тоже брала на Алиэкспресс. Вот здесь отверстие, за что они вешаются. И вот здесь, вот. И вот здесь я подписала маркером, потому что после длительного вязания вот эти цифры, они все стираются. Но сразу хочу предупредить, если вы надумаете брать вот такие деревянные, лучше берите 2 комплекта, потому что бывает брак, приходится выбрасывать, и даже ломаются. Значит, резинку я буду вязать болгарским зачином и начну вязать резинку двойкой 2 миллиметра. А уже далее саму юбку буду вязать спицами 2,5. Так, по моим расчетам мне нужно набрать 46 петель болгарским зачином. И поскольку я буду вязать в круговую, еще одну дополнительную петлю для того, чтобы замкнуть в круг. Складываем нитку вдвое. Набирать можно на одну спицу. Нить от клубка и двойная нить. Делаю первую петлю. Так, вот двойная нить, укладываем на большой палец. Вяжем обычным методом. А следующую петлю провязываем. Большой палец убираем внутрь. Теперь у нас большой палец сам идет на свое место для обычной петли. А теперь нужно перенести.
обычным методом. И теперь палец переносим. Но зато получается симпатичный наборный край. Вот. Значит, хорошо для резинки 1 к 1, 2 к 2. Так, теперь, чтобы запомнить, вот вы остановились, не знаете, как вам палец расположить, так или так. Если 2 петли, вот они, закрылись, значит, палец ставим обычным методом, как мы всегда вяжем. А когда палец переносим, то мы эти 2 петли объединяем. Вот. Значит, обычным методом набираем петлю, а когда переносим, набираем петлю и объединяем 2 петли. Вот. И так набираем, затем замыкаем в круг. Так, набрала я 47 петель, и теперь нужно замкнуть в круг. С правой снимаю. Вот здесь у нас 2 петли. Одну оставляем на левой. А через одну протягиваем. Вот. Теперь эту последнюю петлю соединительную переношу и вяжем резинку 1 к 1. То есть 1 лицевая, 1 изнаночная. В принципе, каждый вяжет, как ему нравится. 1 к 1, 2 к 2 – это уже ваше желание. Так, ладно, это у меня будет лицевая. Значит, это будет изнаночная. Значит, 1 изнаночная. Одна лицевая. Изнаночная. Лицевая. Итак, вяжу резинкой 3 ряда. То есть у меня получается 1 ряд набор и 3 ряда резинкой. Вяжем самостоятельно. Что хотелось бы еще сказать по поводу этих спиц. Эти спицы очень острые, поэтому, если кого-то это не устраивает, можно взять пилочку для ногтей. Есть стеклянные, они более щадящие. И заточить аккуратно. И нормально будет. Так, теперь по поводу... Так, я 1 ряд провязала. Спрашиваю, что это за петля изнаночная у меня. Я так вяжу изнаночные петли классическим методом. То есть набрасываю на нитку
и вытягиваю. Затем у меня идет лицевая, изнаночную вяжу классическим методом. Затем лицевая. Некоторые вяжут изнаночную бабушкиным методом. Вот так. Я не люблю так вязать. Я привыкла к классическим. Мне кажется, что тогда петли более ровные. Ну, а вам уже решать, каким методом вязать изнаночные петли. Кстати, пряжу использую того же производителя, что и везде. То есть это производство Пехорка, детская новинка, 100% акрил. В 50 граммах 200 метров. Так, провязала я резинку 3 ряда и 1 ряд наборный у меня. 4 ряда. 5-й ряд беру спицы 2,5. Значит, мне нужно количество петель, чтобы делилось на 6 клиньев. Значит, мне нужно 2 петли добавить. Добавляем на 2 противоположных спицах, либо здесь, либо здесь. Если нужно 4 добавить петли, значит добавляем на всех 4. Добавлять лучше всего из протяжки, чтобы не было отверстия. Значит, 5-й ряд вяжу уже лицевыми. Добавляем как? Вот берем петлю. Надеваем на спицу и провязываем лицевой скрещенной. И тогда у вас не будет отверстия. И дальше вяжем. Значит, вяжем 5-й ряд. Все петли лицевые. 6-й ряд. Делю все петли на клинья по 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-ю снимаем. Это будет у меня проходить здесь вытянутая петля. Вот 1 клин. Ставлю маркер. И опять. Семь. Петлю 8-ю снимаю. И ставлю маркер. Итак, вяжем по кругу. И у вас должно получиться 6 клиньев. 7-й ряд. Изнаночный ряд. Но когда вяжем по кругу, все равно мы изнаночный ряд провязываем лицевыми петлями. Семь. Вот эту петлю мы снимали, в изнаночном ряду мы ее провязываем. Она у нас будет вытянутая. 8-й ряд вяжется как 6-й. 7 и 8-ю снимаю. И так вяжем по кругу. 9-й ряд изнаночный. То есть все петли вяжем лицевыми. Снятую петлю тоже провязываем лицевой петлей. Вот она у нас будет выделяться. Клин. Итак, вяжем по кругу. Мы вяжем по прямой. По прямой вяжем. Вяжите столько,
сколько вы считаете нужным. В зависимости от того, где у вас будет расположена юбка, куда вы ее наденете. Сюда или сюда. Вот, по прямой провяжите, и дальше будем немножко по-другому вязать. И таким образом я провязала вплоть до 11 ряда. Вот это 11 ряд, изнаночный. Дальше как вяжем. Кому как нравится. От вытянутой петли добавляем петли с левой стороны и с правой. То есть у вас в каждом клине добавляется 2 петли. 6 клиньев, значит, в ряду добавляется 12 петель. Вот, 12 ряд вяжу. Вот у вас вытянутая петля, и по идее мы должны добавить только одну петлю в клине. То есть 6 клиньев, одну добавляем петлю. Значит, в круговом ряду мы добавим только 6 петель. Как добавляем? Лицевая за переднюю стенку. И можно лицевую за заднюю стенку. И вот таким образом. То есть, по сути, мы добавляем одну петлю. А можно добавить 2. Одну здесь сбоку из протяжки. Эту снимаем. А вот здесь из протяжки будет тяжело добавить. Вот петлю ниже берем. И тоже скрещенной провязываем. То есть здесь мы добавили 2 петли. Вот, поэтому выбор за вами. Добавлять 1 или 2. Так, я решила в 12 ряду добавить 2 петли в каждом клине. Значит, из протяжки добавляю вот одну. Эту петлю снимаю, не провязывая. И с другой стороны добавляю еще одну. Здесь будет тяжело добавить. Добавим вот так. Тоже лицевую скрещенную. То есть у нас вот эта петля посередине так и будет идти снятой петлей. Затем вяжем 13 ряд, в котором мы не добавляем петли. Это у нас будет изнаночный. Но эту петлю провязываем лицевой. Закончила я 13 ряд изнаночный, который провязала все петли лицевыми. 14 ряд лицевой ряд, четный лицевой. Вот, дошли до снятой петли. Здесь мы добавляли. В этом, в 14 ряду я не добавляю. Вытянутую снимаю. Эту тоже провязываю. Вот так я вяжу 14 ряд, четный. Затем пойдет 15 ряд, изнаночный, в котором мы будем вязать лицевыми петлями и вытянутую тоже провяжем лицевой петлей.
15-й нечетный ряд. Все петли лицевые. Снятую петлю тоже провязываем лицевой петлей. И так вяжем по кругу. Ну и покажу еще раз. Теперь уже 16 ряд. Значит, 16 ряд, лицевой ряд. Восемь. Вот у нас видна снятая петля. Вот перед ней петля клина, будем так называть. Провязываем скрещенную лицевую. Эту петлю снимаем, нить за работой. И добавляем с другой стороны скрещенную. Эту провязываем. И так вяжем по кругу. Вот. И так вы добавляете. Это практически тот же самый реглан. Как мы реглан вяжем. Все. И так вяжете столько, сколько вам нужно, необходимо. Можно чаще вязать прибавки. Если будете чаще вязать, то у вас юбка будет широкая. Вот. Можно постепенно прибавлять, прибавки делать, а внизу в конце почаще. И у вас будет почти прямая, а внизу сильно расклешенная. Вот. Так что фантазируйте, кому что нравится. Вот это я провязала 21 ряд, изнаночный, в котором я все петли провязывала лицевыми. Вот этот ряд у меня был 20-й. Здесь я добавила, эту петлю сняла и эту добавила. Значит, 21 ряд я провязала изнаночными. Так, что хочу еще сказать, что в 20-м, так, это 21-м, вот в 20-м ряду у меня 84 петли. Так, 22-й ряд вяжу лицевыми петлями. Не добавляю. Вот эту петлю снимаю, нить за работой. Смотрите, чтобы петля не перекрутилась. И опять лицевыми петлями. И так до конца ряда. Так, в 22 ряду тоже 84 петли. 23 ряд я уже буду заканчивать. Мне уже длины хватает. Вы уже смотрите, какую вам длину нужно вязать. Вот мне уже хватит. Чтобы у меня полотно не закручивалось, я провяжу один ряд именно изнаночными. Вот. И так до конца ряда. Вот эту петлю вытянутую тоже вяжем изнаночной петлей. И теперь просто крючком буду закрывать. Вы закрывайте, как вам нравится.
Вот, закрываю простыми лицевыми петлями. Вот так получается. Все, и так по кругу. Закончила я вязать и оформлять юбку. Вот такая получилась. Значит, оформлять можно всем чем угодно. Есть пайетки красивые. Вот, пайетки можно пришить в любом месте. Можно по центру, можно вверху, можно внизу. Кому как понравится. У меня вот такая тесьма есть. Я отрезала эти звездочки и пришивала мононитью. Можно вообще вот так вот пришить. Можно взять тесьму, зигзаг, оформить. Либо здесь, либо вверху, вот желтым цветом под золото. Можно под серебро пришить. Здесь можно прям вот по краю пустить. Вот так. Есть вот такая тесьма красивая. Тоже можно оформить. Либо так, либо вот по центру, чтобы петли остались. Ну, можно и на петли выделить клинья. Фантазируйте. Везде сейчас продаются вот такие наклейки. Можно ими воспользоваться. Они красивые, яркие. Вот. Можно вырезать какой-то мотив и наклеить. Может быть, кто-то умеет делать вышивку в стиле рококо. Можно вышить на клиньях какой-то элемент. В общем, фантазируйте. Так, связала я корзинку. Корзинку вязала из пряжи косичка. Семеновская пряжа. Фэнтези. В 100 граммах 313 метров. Вискоза полиэстер. К ней, к этой нитке, я добавляла проволоку. От конденсаторов. Вот. Брала 2 нитки проволоки и сюда добавляла, вязала. Как всегда, донышко начинаем с 8 петель. Дальше, ну, вы знаете, как вяжутся корзинки. Вот. И лучше всего корзинку украсить каким-нибудь ажурным узором, чтобы это было видно, что это корзинка. Так, ручку сделала из шнура сутаж. Здесь кордонку проложила на всякий случай еще. Вот ручка сутаж. Просто завязала и все. Вот. И получилась корзинка. Сильно большую не делайте. Вот. И цветы. Ну вот вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Ну, а дальше уже только ваша фантазия. Что вы хотите, то и делайте. Вяжите. Вяжите бантики. Вяжите хоть по центру, хоть на одно ухо. Хоть 2 уха вместе соедините. Можете шляпку связать. Ну, я говорю, фантазируйте. Так, когти я не стала вышивать. Ну, то уже дело на любителя. Кто как хочет. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.